Если говорить о халвинге, ориентировочно он пройдет в апреле. Ориентировочно. А я хочу ориентировочно. Мне голоса говорят, что ориентировочно. Если говорить о халвинге ориентировочно... Ага. У меня голос в голове, он говорит, тупо тебе сказали не так, как ты вот все. Сказали не так, ориентировочно. Минувшие 10 месяцев оказались довольно удачными для всего криптовалютного сегмента. С начала года флагман крипторынка биткоин подорожал более чем на 110%. Примечательно, что около 30% роста пришлось на октябрь. Тем самым данный месяц подтвердил свое неформальное название – Аптобер. Вы на Крипто.ру, канале крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. В этом видео подводим итоги 2023 года и пробуем дать прогноз на грядущий 2024 год. Мы поговорим о криптовалютах, которые обладают определенным потенциалом к росту в следующем году. Какие монеты имеет смысл включить в инвестиционный портфель? Не переключайтесь. И перед тем, как мы начнем, лайк, подписка, колокольчик. Не пропускайте новые полезные видео на канале. Поехали! В данном списке просто не мог не оказаться биткоин. Ключевыми триггерами его роста в будущем году станут халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткоин ETF. Если говорить о халвинге, ориентировочно он пройдет в апреле. И вознаграждение за добытый в сети блок автоматически снизится в 2 раза. Что касается одобрения спотовых биткоин ETF, то в этом вопросе все сводится к тому, когда именно это произойдет. Многие отраслевые эксперты прогнозируют появление инвестиционного инструмента в начале уже следующего года. Если комиссия по ценным бумагам и биржам США не отклонит соответствующие заявки на их создание. На наш взгляд, вероятность подобного сценария низкая. В случае отказа американский регулятор рискует столкнуться со шквалом судебных исков со стороны крупных управляющих корпораций США, включая BlackRock. Учитывая совокупность этих факторов, можно предположить, что в следующем году котировки биткоина уйдут на ретест исторического максимума около отметки $68 тысяч. Не исключено, что цена сможет обновить уровень all-time high. Друзья, вот это видео сейчас откроется в другой вкладке и поставьте на паузу. Наверняка потом вы захотите узнать, как можно потратить криптовалюту, если у вас ее много. Мы даем целых 14 способов. Сделали? Продолжаем. Идем дальше. Эфириум. Это главный альткоин и вторая по капитализации криптовалюта на рынке. Блокчейн Эфириум остается самой популярной площадкой для создания децентрализованных приложений и развертывания смарт-контрактов. Разработчики проекта продолжают внедрять новые протоколы и инновационные решения. Особенности экосистемы Ethereum, ее надежность и устойчивость. В ноябре, по данным BeaconScan, количество активных валидаторов в сети превысило отметку 1 миллион. Для справки, в той же сети Tron 27 валидаторов, а в сети Binance Smart Chain 21. Отметим также, что высокую заинтересованность участников рынка с появлением спотовых ETF фондов на эфир. Например, в начале сентября управляющая корпорация Cathie Wood Ark Invest подала соответствующую заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Если данный запрос будет одобрен американским регулятором, то это может послужить мощным триггером к росту главного альткоина. Котировки эфира достигли абсолютного исторического максимума в конце 2021 года, вблизи $4800. Не исключено, что в следующем году цена уйдет на ретест данной отметки. Далее Binance Coin. Это нативная криптовалюта самой крупной и известной профильной биржи Binance. Популярность данной торговой площадки продолжает устойчиво расти, что может позитивно отразиться на самом токене. Сдерживающим фактором может выступить деятельность комиссии по ценным бумагам и биржам, которая частенько инициирует судебные разбирательства против криптовалютных компаний и бирж. Но на текущий момент покупка BNB выглядит рациональным и стратегически обоснованным решением. Котировки монеты располагаются вблизи отметки $200. При благоприятном стечении обстоятельств в следующем году они могут протестировать исторический максимум на уровне $700. Кстати, если вы заинтересованы, какие криптовалюты имеют потенциальный рост в будущем, наверняка вам будет полезно вот это видео. Мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором криптоэксперты рассказывают про 7 must-have криптовалют. Откройте его в другой вкладке, чтобы потом не забыть посмотреть. Четвертая криптовалюта Tron. Блокчейн активно набирает популярность
популярность в рамках транзакций со стейблкоинами. По данным метрики Google Trends, в текущем году интерес к сети TRC20 сопоставим с показателем ERC20. Это обусловлено преимущественно возросшей активностью Tron Foundation на развивающихся рынках. К примеру, на территории Аргентины на сеть Tron приходится около 95% транзакций, связанные со стейблкоинами. Параллельно с этим Tron привлекает внимание все большего количества кредитных организаций и финансовых компаний, что играет на руку цифровому активу. Есть все шансы, что в среднесрочной перспективе котировки монеты протестируют глобальный максимум 18 центов, сформированный в апреле 2021 года. Пятая криптовалюта Cardano. Стартап славится своим научным подходом к блокчейн-разработкам. Популярность Cardano устойчиво растет, и пока нет предпосылок к тому, что в будущем году тренд может как-то измениться. Стоит учитывать, что монета сильно потеряла в цене с конца 2021 года, когда ее котировки удерживались выше уровня в $3. Сейчас же актив торгуется на отметке около 30 центов. Следовательно, у инвесторов есть отличная возможность приобрести перспективную монету по выгодной цене. И шестая криптовалюта Solana. Отличительная особенность этого блокчейна – высокая скорость обработки транзакций и отличная масштабируемость. На текущий момент сеть способна обрабатывать тысячи платежей в секунду. Это привлекает внимание многих разработчиков в сегменте децентрализованных финансов. Сейчас монета торгуется вблизи отметки $40. При благоприятном стечении обстоятельств в грядущем году Solana под силу протестировать глобальный экстремум на уровне $140. Подведем итоги. На наш взгляд, это основные криптовалюты с явным потенциалом к росту. Среднесрочные и долгосрочные инвестиции в данные активы будут рациональными и экономически обоснованным решением. Не забывайте, что на динамику криптовалют влияет огромное количество разных факторов. Просчитать их все невозможно. Однако рациональный подход к мани-менеджменту, дисциплина и грамотная оценка рыночной ситуации позволят стабильно оставаться в прибыли на длительной дистанции. А на этом все. Задавайте вопросы в комментариях, пишите свои личные прогнозы на будущий год. Да, не забывайте смотреть другие полезные видео на канале, например, обзор биржи OKX. До встречи в следующем ролике. Пока-пока.